Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Сегодня я пришла к вам вот с такой красотой. Тапочки. Скоро лето. У нас резко потеплело, поэтому потянула на летние картинки меня. Как я их вязала. Значит, мысок, как всегда, тунисским вязанием. Окантовочку сделала спицами. Потом несколько рядочков прошла крючком. Боковушки и задняя часть тоже спицами. Подошивку прошла тунисским крючком, связала. Вот такой тапочек. Крючок у меня номер 2,5. Ниточки Картопу Флора 240 метров в 100 граммах. Нашла в своих запасах вот всякие оттеночки, которые пригодятся. Оттенки розового, зеленого. Что хотела сказать, если у вас, допустим, нету розовых цветов, такая вот мысль, можно сделать эту картинку на голубом фоне, вместо розового цветочка вывязать это все дело желтым, и он будет похож на одуванчик. Вот так вот подумала, так что такая вот мысль, идейка, можно сказать. Я, кстати, потом тоже попробую еще одни связать, только сделаю здесь желтенький одуванчик. Это так, на будущее. Пчелку вывязала, крылышки. Не стала их клеточками вывязывать, просто 2 петельки ниточкой накинула и закрепила их. Ну, как всегда, закончила бейкой. Так, ну что еще здесь? Схему. Вот я нарисовала схему сразу. Вязала я с мыска сначала отсюда. Мне так удобнее. Кто хочет, можете схему перевернуть и вязать сверху. Сейчас я ее попытаюсь приблизить. Буду вязать по этой схеме. Так, ну что, начнем. Может быть, в этот раз будет немножечко долго, но постараюсь осветить все нюансы, все детальки. Так, начинаю я, вот цепочку набрала из 15 петель. Теперь в каждую вот первая петелька ввела спицу. У меня есть зрители начинающие, поэтому в этот раз решила показать с самого начала. Но буду стараться показывать все равно кратко, чтобы это не было длительно и нудно. Набираем петельки в каждую, вот в каждую дырочку, петелечку. Вытягиваем петельку до конца. Наберем 15 так петель из цепочки и возвращаемся обратно. В начало ряда будем делать со второго ряда прибавки. Узор у нас будет с 4 ряда. Сейчас провяжем 3 ряда с прибавками. С 4 ряда начнем делать узор. Крючок 2,5. Спицы у меня тоже 2,5. Некоторые, вот по 2 петельки возвращаюсь обратно. Пока возвращаюсь, расскажу. Вот так, по 2 петельки захватила и 2 обратно. Захватила и возвращаюсь обратно. А где вы берете такие нитки? Я даже вчера пошла, загуглила по российским сайтам марку этих ниток. Картопу Флора, потом Орен Баян Дора нитки, тоже из той же серии. Ализа Экстра, я тоже ими вяжу. Они все есть на сайтах в интернете в продаже. Просто Картопу Флора, у них большая цветовая гамма, они не линяют, хорошо ложатся. Поэтому их можно купить в интернете. Я живу в Турции, и поэтому я покупаю их здесь напрямую от производителя, так сказать. Вот как-то так. Теперь второй ряд, девочки. Как в этот раз я делала прибавки. Вот между петлями провела крючок, захватила и добавила ниточку, петельку. И также сделаю в конце. Иду до конца. И также между 2 петелек сделаю прибавочку, вытащу петельку. Так,
у меня осталось вот 2 петельки. Между петельками прошла, захватила и вытащила. Все, последние 2 провязываем. Последнюю петельку я провязываю по-своему, по-своему. Все, ну не все, но многие по-разному провязывают. По 2 дужки ввела крючок, захватила, вытащила. Все, больше я не делаю накидов и возвращаюсь по 2 петли. Все, возвращаемся на начало ряда. И также в каждом ряду делаем по одной добавочке. Провяжем еще один ряд, третий. Вот по схеме третий ряд. С 4-го ряда начнем вязать узор. Так, я пришла к 4-му ряду. 3 рядика я провязала. 4-й ряд. Начинаю вводить узор. Первые 2 петли желтым цветом. Последующие 5 петель темно-зеленый цвет я взяла. Первую петельку я буду вязать добавочную из протяжки. Так уж получилось. Хотя можно было этот узор сдвинуть на одну петельку вправо, но что сделала, то сделала. Так, раз. 5 петель темно-зеленым цветом. 2. 3. 4. 5. Чтобы не было больших протяжек, я подключу новую ниточку. Дальше 10 петель провяжем основным цветом. У меня он бледно-желтый. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна петелька светло-зеленым. Я ее уже в предыдущем ряду сразу подключила к работу. Одна из протяжки добавочная. И 2 у нас сколько? Раз, два, 3, да? Одна добавочная, одна вот предпоследняя и 3 желтым цветом. Так, здесь немножко накрутила, поэтому вытащу крючком последнюю. Ага. Вот так вот. Возвращаюсь обратно по 2 петельки и дальше вяжу по рисунку. Подключаем новые ниточки. Листики можно вообще провязать одним цветом. Если у кого-то есть такой зеленый смешанный цвет, ой, как же они называются? Умные нитки. Не помню, как они называются, но, в общем, несколько цветов в одной нитке идет. В общем, фантазируйте. Так, все. Следующий ряд 23 петельки я провяжу 2 ряда без добавки. Сейчас в этом ряду в 6-м добавлю, а дальше следующий ряд в 7-м у меня будет без добавки, чтобы немножечко закруглить наш мысок. Одну добавлю. Одна темно-зеленым. 4 петельки светло-зеленым цветом. Опять я подключаю новую ниточку. Раз, два,
3. Вылазь сюда, давай. 4. И 1 зеленым. Дальше продолжаю основным цветом. Сколько здесь у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрим схему, считаем петельки. Тот же жаккард, только тунисским вязанием, тунисским крючком. Можно обычным крючком попробовать, просто немножечко нужно, чтобы не был острым вот этот вот кончик крючка. Его можно подточить немножечко. Вот, девочки, так. Теперь что у нас здесь? 2 петли светло-зеленым. 1, 2 светло-зеленым. Последние 5 желтым. 1, 2, 3 из протяжки добавка, 4, 4. Ой, не могу тут развернуться. 5. Если я ближе поднесу к камере вязания, у меня почему-то получается мутная. Поэтому, если кому-то плохо видно, можно пальцами раздвинуть экран и увеличить, чтобы посмотреть поближе. Это я отвечаю на вопросы с комментариев. Все, возвращаемся обратно. Вяжем по узору. Провяжу я сейчас до пчелки, там где крылышки. Потом к вам вернусь. Покажу, как я делала крылышки. Все, девочки, вяжем. Начало вот так вот положено. Начало. Если протяжка получится большая, или через каждые 3 петельки я ниточку перебрасываю, или же подключаю новую петельку. Например, вот здесь вот у меня зеленая, и вот здесь. Конечно, я подключила разных 2 ниточки, чтобы не делать с этого краю аж до этого такую длинную протяжку. Иначе будет толщина некрасиво, выпуклости. Поэтому небольшие ниточки по сантиметров 70, в общем, по метру. Вяжем до пчелки сами теперь. Довяжем до пчелки, я к вам вернусь. Ой, я так увлеклась, что дошла до последнего ряда. Ну ладно, сейчас вывяжем пчелки крылышки. И вот ниточку с нашей божьей коровки я не обрезала. Этой ниточкой, иголочкой, вот такую полосочку посреди букашки этой вышьем и 2 рожки. Значит, и сразу что еще хотела сказать. Вот такой вопрос был по горячему, что боковые, последняя петелька у меня, я не так, как все провязываю. В тунисском вязании не так вяжут. Да, вяжут многие по-другому, но я вяжу так, мне так удобно. Вот смотрите, боковая сторона у меня. Вот она получается. Обычная косичка. Никаких, ровненькая все. Поэтому, кто вяжет по-другому, вяжите так, как вам удобно. Я показываю так, как вяжу я. Вот смотрите, я последнюю петельку с одним накидом делаю. Я вот так вот вытащила и сразу по 2 протягиваю, да? Вот так по 2. По 2. Это мой способ. А если посмотреть у других вязальщиц, вот делают сейчас, как делают? Вытащили
захватили еще один раз. И потом уже по 2 протягивают. Пожалуйста, если вам так удобно, делайте так. Я один раз только захватываю, вытягиваю. Все у меня складывается. Я очень давно так вяжу. Поэтому у других не так. Ну, у меня много чего не так, как у других. Поэтому вяжите так, как знаете последнюю петельку, кому как удобно. Я очень давно вяжу вот так вот. Потом удобно мне набирать петли под каждую. Получается вот сбоку такая косичка. Никаких не растянутая, ничего, ровненькая. Так что вот как-то так. Последний ряд я закрывать не буду. Просто вернусь в начало ряда. Оставлю нить не обрезанной. Потом я буду боковушечку, когда буду крючком провязывать, она нам пригодится, эта нить. Поэтому вот сейчас так довяжем и нить оставим. Крылышки, кто как хочет. Можете гладью вышить, кто на что гораст. Можете крестиком прям по вязанию крылышки 2 овала вышить. Это вот не столь важно. Главное, чтобы похоже было. Так, нить оставляю. Теперь это у меня такое сзади. Я взяла серую нитку для крылышка. Так, где же их тут расположить? Да вот. Как расположите, так и будет. Посередине. Что я сделала? Вот сейчас вот так вот одно крылышко будет. Вот петельку заложить. Одно крылышко. Теперь мы его вот тут вот так как-нибудь прихватить. Так, чтобы оно на крылышко было похоже. Вот сюда куда-нибудь. Одно. Сейчас еще одно крылышко. Куда бы и сюда его. Ну, вот так вот. Вот так вот как-то крылышки сделаем. Вот так, да? Пусть будет вот так вот. И также зарядим необрезанную нашу черную нить и прошьем Божью коровку эту. Вот как-то так. Прихватили. Вот растянуть их, форму им передать. И будет 2 крылышка у пчелки. Ну, немножко я тут закосила, но ничего, сейчас переделаю. Так. И точно так же делаем. Сейчас мы доведем до ума эту картинку. А потом будем набирать петли. Так, где тут у нас эти рожки? Да, вот так вот этой ниткой. Вот Божья коровка. Какие? Вот так. Так. Рожка. И немножко вот так. Одна рожка. Вот. И также с какой здесь стороны, где у нас тут схема? И вот с нижней стороны. Раз прошили. И вот
по диагонали еще раз. Такие рожки сделали. Вот. И теперь посерединке сделаем, вот так вот, ниточку проложим. Только сильно длинную делать не будем, чтобы потом она не цеплялась ни за что. Вот и взад ей так ниточку, ну вот как-то так. Прошили нашу коровку, сделали пчелку. Теперь что мы будем делать? Теперь сейчас я возьму спицы номер 2,5, зеленую ниточку и буду набирать петли. Я подключила зеленую нить, набираю петли. Хотела вам показать, смотрите, уголочек. Уголочек я срезаю. Отметим серединку, чтобы было одинаковое количество петель. Уголочек не в самую последнюю петлю, а вот перед ней закругляю его. Потом этот уголочек у нас спрячется в этом рулике внутри, и с изнанки будет все чисто. Вот я вот эти вот угол вот так подрезаю немножко, закругляю, в общем, все. И дальше вот вперед под петельку и потом под 2 петли, под 2 дужки, то есть по 2 петли сказала. Вот под эту вот петельку завожу и под 2 дужки. Наберу так до конца петли и провяжу потом 5 рядов чулочной вязкой, чтобы с лица у нас изнаночные получились. Ну, у кого-то, может быть, будет наряд меньше, наряд больше, в зависимости от толщины вашей нити. Получится такой вот рулик, который должен у нас перекрыть этот шов. И вот так вот он должен завернуться. А потом мы его присоединим и будем вязать уже вот боковую сторону. Так что набираем петельки и возвращаемся обратно. Какими? Лицевыми петлями. С лица будем вязать изнаночными, с изнанки будем вязать лицевыми. Вроде бы так. Все, девочки, набираем. Вот так вот набираем петельки. Возвращаемся обратно. Господи, какой чулочной вязкой. Лицевыми петлями возвращаемся обратно. Провяжем 5 рядов чулочной вязкой. Так, идем дальше. Что я сделала? Провязала 5 рядов чулочной вязкой. Вот с лица все изнаночные. С изнаночной лицевые. Вот этот рулик у нас закручивается. Теперь начинаю петли соединять. Немножко будет заморочка, но результат мне нравится. Мысик получается такой укрепленный. Я уже немножко провязала. Закрываю по тому же принципу, как я закрываю бейку. Все петли соединим. Потом обратный ход с желтой ниткой буду провязывать крючком все. Так, вот петельку со спицы снимаю. Вот первая петелька. Берем петельку наборного ряда. И вместе их провязываем. Вот так протягиваем. Петельку со спицы сняла. Сейчас мы сюда крючочком вот так вот захватываю.
Сняла. Да что ж ты, вот 2. Вытянули. Сняла петельку. Подхватила вот эту пунктирную линию. И протянула ниточку. Все. Потом, когда будем возвращаться под образовавшуюся вот эту вот цепочку, так сказать, я буду подхватывать под каждые 2 дужки и провяжу крючком 2 сантиметра где-то. И так иду до конца ряда, соединяя одну сверху, одну петельку с первого наборного ряда. Сняла. Все. Вытягиваем и идем дальше. Закрываем по одной. Вот такой вот у нас рулик получится. Закроем до конца. Я к вам вернусь, начнем вязать крючком. Закончила я монтировать рулик. Теперь крючок у меня номер 4, 1,60 миллиметров. Что я делаю? Буду обвязывать 2 ряда желтым, 4 ряда зеленым, опять желтым. Обвязка простенькая. Вот под 2 дужки. Я крючком не сильно большой мастер, поэтому вот так вот. Вот под 2 дужки. Те, которые мы закрывали, вот я их и обвязываю. Провяжу нужную мне высоту боковой части мысочка. У меня где-то 2,5 сантиметра, где-то так. Сейчас надо замерить. И так на глаз. А потом буду вязать подошву тунисским вязанием. Вот под 2. И так идем до конца. Еще один ряд желтым, потом зеленым. Ну, вы как цвета, как хотите, чередуйте. Можно все однотонным провязать. Вот так. Обвязываем. Вот тут все чистенько. Тут тоже чистенько. Вот так получается сзади. 2 желтым. Сколько у меня здесь? 1, 2, 3, 4 у меня зеленым. И последнее сделаю опять желтым. И потом буду делать тунисом подошву. Значит, делаем сейчас обвязку крючком. Следующий шаг. Я закончила бортик вязать. Вот такая вот тапа у меня получается. Теперь тунисский крючок номер 2,5 у меня. Нашла я серединку. Подошву начну вязать с 13 петель. Потом ее по одной добавочке расширю до 17. И до конца буду вязать на 17 петлях.
От середины в каждую сторону по 6 петель. 13 петель набираю. Так, сколько это у меня? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Возвращаюсь обратно. Ой, забыла, надо было хвостик этот, когда набирала петли, его надо было тоже запутать. Ну ладно, сейчас во втором ряду я его провяжу. Так, вот последняя петелька. Обычным способом вытягиваю сюда. Первые 2 ряда я провяжу так, как есть, а прибавочки начну делать через 2 ряда по одной, потом еще через ряд, через 2. Вот так вот. Всего 4 прибавки, получается, сделаю. Раз, два, хвостик наверх. Раз, два, хвостик вниз. Так, предпоследняя петелька. Последняя я беру за одну дужечку, провожу крючок под петельку с боковой стороны, захватываю и провязываю по 2 вместе. Кому не нравится такой способ, вяжите так, как вы знаете, какой вам способ нравится закрытия петель. Все, сейчас провяжу 2 рядка, сделаю прибавочки и закончим первую часть подошвы. Потом наберем петли. Это что у меня такое? И будем вязать полотно. Полотно у меня 53 петли. Я вязала на 39 размер. Если у вас размер меньше, то подошву можно не добавлять, сразу сделать 13 петель. И, соответственно, длину тапочки смотрите по своему размеру. Убавляем по 2, по 3 петли. Соответственно, ну и 1-2 ряда. Соответственно, убавится размер. Поэтому... Так, ну все. Дальше что тут показывать? Вяжем нашу подошву. Сейчас я начну делать добавочки. Покажу, как я делаю добавочки. С протяжки буду делать добавки. Так, провязала я через 2 ряда первую добавочку. Прошла еще 2 ряда. Сейчас еще сделаю одну добавочку. Значит, что это у нас? Первую
Провязала, да? Провязала. Первую провязываю. Так, вот. Поднимаю здесь петельку и через нее вытягиваю дополнительную. Все. Добавочку сделала. Дальше вяжем остальные петли. И также сделаю добавочку в конце. Решила тунисом провязать подошву. Все ж крепче будет. Так, что у меня здесь осталось? 2 петельки. Между ними вот находим перепоночку такую. Захватила ниточку. Все, добавила. Теперь предпоследняя. И последняя. И возвращаюсь. Вот, что у меня получается. Вот такая подошва у меня получается. Все, 17 петель. Вяжем до конца. Закрываем с каждой стороны по петельке. Привязываем нашу подошву. И начнем вязать потом полотно. Так, что я сделала дальше? Я закончила вязать подошву мыска. Петли не закрывала. Сразу пошла на правую сторону. Набрала здесь петли. Провязала изнаночными. Петли подошвы взяла на спицу, добрала. Теперь набираю с этой стороны. По 18 петель у меня с боков и 17 посередине, 53 петли. Вы можете 55 набрать. У меня немножко мелковатый получился. Ну, так просили, чтобы не сильно глубокий был. Так, теперь набираю 18 с этой стороны. Мысок вверх я не закрывала, поэтому вот ввожу крючок под петельку. Вот так вот захватываю и набираю. С изнаночной стороны провяжу все лицевыми. Потом уже буду свой узор делать. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15, 16, 17, 18. Так, а где ж моя спица? Спица осталась на диване. Вот так вот набрали петельки и обратно возвращаемся лицевыми петлями. Провязала я с изнаночной стороны все лицевыми петлями. Вот у меня получились все изнаночные. Тут, правда, их два рядика получилось, но ничего страшного. Теперь зеленую ниточку сразу подключаю. Узор простецкий. У меня больше ничего я не придумала, на ум больше ничего не пришло. Так, первую петельку зеленым провяжу. Теперь что я сделаю? Первый ряд с лицевой стороны. Первых 3 петли я снимаю не провязанными. Дальше 5 петель я провяжу зеленым. И так буду чередовать. 3 не провязанных, 5 петель контрастным цветом. Изнанку провяжу также.
Так, 5. 3 не провязанных, 5 петель лицевых. Раз, два, три. 5 петель лицевых. Раз, два, три, 4, 5. 3 петли снимаем. Раз, два, три. 3 сняли. Дальше опять 5 петель лицевых. С изнаночной стороны опять же мы провяжем 5 петель лицевыми зеленым цветом. 3 снятых также переснимем. Следующий ряд будет однотонным. Так будем чередовать ряды. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, 3 сняли. Сильно ниточку не затягиваем. И так до конца ряда. 5, 3 сняли. 5 лицевых, 3 сняли. Вернемся в том же порядке. Третий ряд, лицевая сторона. Я все петли провязываю лицевыми. И с изнаночной стороны их тоже буду провязывать лицевыми. Потом буду повторять с первого ряда. Только эти полосочки буду менять в шахматном порядке. Первую, последнюю петлю я провязываю зеленым цветом, потому что, смотрите, вот последние 3 петельки, они получались белым, пустые, снятые. Поэтому делаю протяжку и последнюю провязываю. Я сейчас в описании эти 3 ряда напишу. Тут никаких сложностей нету. В общем, такие. Хотела соты сначала нарисовать. Думаю, там пчелка, соты сделать. А потом думаю, да ладно. И так здесь много всяких нюансов. Это видео на 1,5 часа растянется. Все, девочки, вяжем лицевыми до конца. И обратный ход, изнаночную сторону тоже провяжем лицевыми. Вот смотрите, что у нас тут. Что у нас тут? Вот мы провязали. Потом у нас лицевой ряд. И возвращаемся лицевыми. И следующие ряды я просто меняла. Сначала ставила зеленые, потом 3 пустых, потом 5 зеленых, потом опять 3 непривязанных. Провяжем нужную длину подошвы. У меня сколько сантиметров сейчас эта часть? Ну, так я и не вымеряю. Ну, вот где-то у меня она 10,5 получается. Опять же, примеряйте на себя. Провяжем до начала пятки. Я к вам вернусь. Закончила я вязать полотно. Нужную длину тапочки. До пятки дошла. Вот в натяжечку. Получается, у меня сейчас пятка будет. Еще один ряд. 24 сантиметра. 23,8. Вот так вот. Ну да, как раз еще натянется. С пяточки добавится. Вот 39 размер. Теперь пятку я буду вязать 15 петель у меня посередине. 15 петель. Буду ее вязать какой-то платочной вязкой. С боковых сторон закрываю по 2 с лица изнаночной, с изнаночной стороны. Лицевой буду закрывать. Вяжу не сокращая пятку. 15 петель вяжу до конца. Если кому-то широко, можно по одной петельке сократить. Ну, на этот размер как раз для моей пряжи 15 петель нормально. Так, вот, провязываем последняя петелька.
Провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Все, вяжем пяточку. С изнаночной стороны все вяжу лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот 15 петелька. Я провязываю их 2 вместе лицевой петлей. Все, развернули. Первую сняли. Все остальные лицевыми. Это для тех, кто вяжет первый раз. И закрываем нашу пяточку. Вот по 2, по 2, по 2. Рисунок я напишу в описании. Закроем пяточку. Начнем набирать потом петли для окантовки. Как я заканчиваю тапочек? Закрыла пятку. По всему тапочку набираю петли. У меня на этой модели получилось 67 петель. Должно получиться. Первый ряд я провяжу изнаночными. Так, вот сейчас я доберу петельки последние. Набрала на спицы 2,5. Провяжу 15-16 рядов всего. В этот раз я провязала одинаковым цветом. 2 цвета не ставила я. Один цвет только. Вот так вот захватываю, вытягиваю. Ничего здесь сложного нету. Значит, первые где-то 8 рядов я провяжу спицами 2,5. А те ряды, которые пойдут у нас уже на внутреннюю сторону, на перегиб, я их провяжу спицами номер 2. Первый ряд все изнаночными, остальные ряды вот лицевыми. Что еще хотела сказать? Вы можете первые 2 ряда провязать 2 ряда изнаночным. Я вот только один ряд провязала изнаночным, и смотрю, у меня просвечивает вот наборный ряд зеленый. Мне это не очень, конечно, понравилось, но распускать уже не стала. Поэтому если провязать первые 2 рядка изнаночными, оно перекроет, не будет просвета. Ну, может быть, у вас не будет и так просвета, если нить потолще. У меня нить немножко в этот раз тонковатая, вроде бы метраж такой же, а нить почему-то тоньше. Бывает такой метраж одинаковый, а смотришь, нить не такая толстая, как в тот раз. Но они у меня, в принципе, не толстые. Так, все провязываю, все по кругу, иду изнаночными. Понятно, да? Все провязываем изнаночными, остальные 15-16 рядов лицевыми, с лицевой стороны лицевыми, чулочной вязкой, в общем. А потом, не закрывая петли, примонтируем их, привяжем крючком. Вот так вот. Вот так вот. Все до конца. Сейчас пройдем изнаночными, потом будем вязать чулочной вязкой. Заканчиваю я свой тапочек. Вот я уже половинку примонтировала. Последние петельки. Для тех, кто не видел. Одну сняла. Вот под первым рядом пунктирная линия набрана, я набирала желтым цветом. Вот они петельки. 1, 2, 3. Вот под эту петельку мы подхватываем. Вот так вот. И провязываем 2 вместе. Одну сняла. Вот под следующую завела. И протянула. Вот так вот. Все. Так соединяем до конца. Все это дело растягивается хорошо.
Вот такой тапочек получился у меня. Покажу его во весь рост. Вот такая беечка. Довязываем, девочки, беечку. Сейчас я их пойду примерю. Должны сидеть хорошо. Всем легких петелек. До новых встреч!